Включайте, пожалуйста, VPN, иначе просмотры не рассчитываются Ютубом. Всем привет! Я редко этим занимаюсь, тушением капусты. А зря. Вот сегодня я решил создать, создать блюдо, так громко сказано, сделать высокого класса блюдо из, казалось бы, простых ингредиентов. Это получилось. Я взял 3 средних морковки, не натирал, как вы видите, на терке, а решил нарезать ножом. Вы знаете, разница во вкусе значительная. Так что именно так и надо поступать. Приблизительно как на плов, только покороче, конечно, эти брусочки морковные. Что еще? В принципе, вы видите все ингредиенты. Перчик чили, у меня половинка перчика. Я половинку этой половинки использую. Чтобы блюдо не было острым. Чуть-чуть. Так, фоновый вариант. Эту половинку порезал и буду ее использовать, а остальное уберу. 2 немаленьких луковицы. Да, вот сюда вот это. Качан капусты тоже не маленький. Килограмма 1,5, наверное. Я люблю вот так все подготовить, приготовить. Я применяю говядину. Ее у меня немного, граммов 250. Осталось от блюда, которое я готовил вчера или позавчера. Я решил нарезать такими некрупными кусочками. Типа как на бефстроганов, только несколько меньше. Нарезанное мясо, а не пропущенное через мясорубку, тоже дает отличный результат. Так как говядины не очень много, граммов 200, то я использую половину сырокопченого бекона, половину упаковки, то есть граммов 250. Хорошее сочетание получится. И все будет то, что надо. В ресторанах и в кафе беру другую доску для разделки овощей. Одна там для мяса, другая для овощей. Это верно. Но в домашней кухне я здесь резал мясо и бекон. Я спокойно здесь нарежу еще и капусту. Вернее, нарублю топориком. Нашинкую. Капуста ж пойдет в ту же емкость, где будет жариться мясо и бекон. Это нормально, абсолютно. Топориком удобнее шинковать. Я и нашинковал все это дело. У меня итальянская томатная паста. Это не обязательно, но то, что хорошая должна быть, это обязательно. Пробую. Да? Классно. Томато концентрато. Все. Предварительные работы провел. Подсолнечное масло, миллилитров эдак 100. Конечно, в казане это удобнее сделать. Максимальный нагрев ставлю. Начинаю с говядины. Через пару минут помешиваю. А еще через пару минут кладу бекон. И перчик чили. Я его уберу чуть позже.
Ну, процесс идет и идет в правильном направлении. Минут 5 обжаривалась говядина с беконом. Кладу лук. Обжариваю, периодически помешивая. Ну и лук стал прозрачным, слегка даже обжарился. Чили можно убрать. Ну, я убираю все 4 кусочка. Кладу морковь. Я уже говорил, может кто-то не услышал, что морковь нарезанная получается гораздо интереснее в готовом блюде, чем натертая на терке. Посолю. Потом еще буду солить. По-прежнему максимальный нагрев и периодически помешиваю. Ну и пора класть чеснок. Кладу чеснок. Через минуту пасту. Ну, итальянцы, как известно, не только макаронники, но еще и помидорники. У них постоянно консервированные помидоры. И вот эта паста, томато концентрато, классная штука. Ну, к тому же они еще и вино у них недурственное, и сыры хорошие. И что еще? Ну и много чего. Оливковое масло, например. В общем, недурно устроились, ребят. Надо сказать. Размешал и решил еще ложку добавить. В общем, ну где-то 3 столовых ложки. Вот это зажарка в казане. Уже вкусное блюдо на самом деле. Немножко кипятка, ну полстакана. Пора класть капусту. Посолил. 3 лавровых листика. Накрываю крышкой, 10 минут готовлю под крышкой. Нагрев оставляю между слабым и средним. Через 10 минут открыл, ну процесс идет. Капуста немного осела. Это тмин. Это не кумин и не тимьян. Это тмин. Вот он с капустой хорошо взаимодействует. Примерно чайная ложка. Попробовал, кстати, кусочек говядины. Уже готовый и очень-очень вкусный. Накрываю, еще минут 15 держу при том же нагреве. Между средним и слабым. Открываю, проверяю ситуацию. Пахнет уже здорово. Лавровый лист потихонечку можно убирать. Пробую капусту. Ну, хрумкает. Еще и минут 10, видимо, нужно. Кладу петрушку.
и накрываю крышкой. Нет, сначала морковку попробовал. Здорово, реально. Накрыл крышкой, держал еще минут 10. Ну и через 10 минут все идеально готово. Ну, капуста класса high-end. На самом деле получилось обалденно вкусно. Ну просто реально. Рекомендую, попробуйте так приготовить. Подаю. Капуста мишленовского уровня. Приготовьте, не пожалеете. Всем приятного аппетита. Пока.